Друзья, всем привет! Вы на канале Мото Санчо. И сегодня мы с вами отправимся в путешествие по Европе. Карлов мост, Колизей, Лувр, Эйфелева башня и другие достопримечательности останутся в стороне от нашего маршрута, а я приглашаю вас в путешествие по обочинам Европы. Hola, buenos días, amigos! Всем привет! Вы на канале Мото Санчо, и мы с вами находимся в Испании. Вчера, когда ложились спать, было уже около часа ночи, и начала выпадать роса. Как видите, процесс этот шел всю ночь весьма успешно и продуктивно. Все мокрое, абсолютно все. Палатка, мотоцикл. Облака плывут между гор. И солнышко здесь будет не скоро, поскольку оно спряталось за этой горой. Ну, точнее, мы от него спрятались. Я не знаю, каким чудом мы вчера нашли это место, но, кажется, нам очень повезло. Место классное, спалось отлично. Ночь была теплой, разве что фуры шумят, но издержки путешествия. Пойдемте посмотрим на облака сверху. Вон, кажется, как раз одно проплывает. Кипятим остатки воды. Мы вчера как-то не подрасчитали, и у нас осталось на завтрак только вот это. Надо будет доехать до ближайшего магазина и пополнить запасы и воды, и продуктов. Позавтракали, а я все это время поглядываю на гору. Жду, когда же из-за нее покажется солнышко. И вот, кажется, первые лучи уже осветили уголок нашей площадки. Можно снять с палатки купол и туда его отнести сушиться. Либо другой вариант. Сейчас складываем все мокрое, увязываем, едем и где-нибудь по пути останавливаемся на солнце, распаковываем, ждем, когда высохнет, чтобы к вечеру у нас была сухая, уютная палатка. В мокрой палатке спать весьма неприятно. Ну и пока я размышлял, солнце к нам пришло во всей своей красе. Сушимся здесь. Соблюдаем наш утренний ритуал. Есть масло полуровня. Как вчера было утром, столько же. Значит, имеет смысл еще 100 грамм долить. Хотел бы я сказать, что сборы были недолгими, но нет. Пока все высохло, пока увязались, уже 11 часов. Без 5:11. Проложили маршрут до города Порту,
До него 728 километров. Вряд ли сегодня проедем, но, как всегда, замахиваемся на большее, чтобы сделать сколько получится. Выбираемся с места ночлега. Такие тут камни, скалы. Как ночью не напоролись. Подбираем нашего штурмана. Как бы так еще аккуратно забраться вот на эту ступеньку, ничем не зацепив. Отлично. Поехали. Вот о чем я вчера жалел, что мы могли вот это все проехать ночью в темноте и всей этой красоты не увидеть. Проехали бы, конечно, ничего сложного тут нет, дорога хорошая, по 2 полосы. Даже не знаю, как они, 2 серпантина, получается, построили. Один в одном направлении, другой во встречном. Подъемчики такие нормальные. Но Honda вывозит. В принципе, попадаются еще такие участки по обочинам, где можно было бы стать с палаткой. Так что вчера шансов у нас было много. Просто мы этого не знали. Отель какой-то проехали. Как-то странно получается. Вчера солнце светило в глаза весь вечер, и сегодня светит в глаза. О, сейчас в глаза светить не будет. Езжаем в туннель. 290 метров, не длинный. Все изрисовано граффити. Где молодежь берет столько краски в баллонах? А вот, кажется, мы и покидаем горы. Выходим на местность более равнинную, и температура растет на глазах. Термометр уже показывает 32. Охлаждайка по центру шкалы. Зарядка 14,1. Нормально. Едем. Какие слоистые отложения. Все это когда-то было дном океана. И потом в результате тектонической активности поднялась наружу в виде гор и возвышенностей. Сейчас вот любуемся плодами тысячи миллионов лет накоплений всяческих веществ, минералов, остатков ракушек.
крабиков. Едем по живой истории. Идем сейчас по автостраде, поэтому все деревушки остаются в стороне. Можем только любоваться ими издалека. Католический храм в испанском стиле. Приземистые домики под черепицей. Как назло, лампочка топлива загорелась ровно через километр после того, как мы проехали заправку. Я еще думал, заехать, заправиться или не надо. Решил, что не надо. Едем теперь до следующей. Есть указатель «Зона сервиса». И там есть заправка. Заехали в какую-то локацию, где ремонтные мастерские для грузовиков, какие-то склады. И вот заправка есть. Так, где тут что? Какое топливо? AdBlue и дизель. Не... Где бензин? Везде Газолео. Газолео А, Газолео Б. Короче, ребятки, на этой заправке только дизель. Только дизель. Нам сказали, не-не-не-не-не-не, здесь не заправляйтесь, езжайте вон на ту. И пальцем показали на другую заправочку рядом. А здесь, да, Газолео А, Газолео Б. И AdBlue добавочка для полного сжигания. Едем на третью заправку. На второй тоже только дизель. Забавно. Вот уж не думал, что так бывает. Заправки специализируются исключительно на дальнобойщиках. Ну, типа, что нам ваши легковушки? Залил ты 20-30 литров. То ли дело, зашла фура, сразу полтонны, тонну. Вот это объемы, на этом можно зарабатывать. А тут какой-то мотоциклист. Залейте мне, пожалуйста, литров 10. Ну ничего, сейчас что-нибудь найдем. Наверное. Наверное. Вот, я уже вижу Ломо 95. То, что надо. Ну что же, нам удалось заправить 6 с копейками литров на 10 евро. Дело в том, что можно заправляться за наличку, но аппарат сдачи не дает. На 20 евро мне будет слишком много, а 15 у меня не было, поэтому на десятку. 6 литров для нашей Хонды точно хватит на 100 километров, а там будем искать еще заправку.
А сейчас я построил маршрут к магазинчику. Надо купить воды. У нас воды не осталось совершенно. Немного поплутали по каким-то узеньким испанским улочкам, выехали вот к такому магазинчику. Очень интересная компоновка. Весь магазин, и в самом конце вода. То, что нам надо. В жарких странах без воды никак. А рядышком лед. Но пока обходимся. Молоко тоже био, как во Франции. Какой это кайф усесться на горячее сиденье. Маршрут построен, можем ехать. Продукты у нас есть на ближайший обед. А дальше видно будет. Цены, кстати, по сравнению со Францией более гуманные. Посмотрим заодно небольшой райончик испанских домов. Любопытно. Все окна закрыты. Жара. Я так понимаю, скоро сиеста. Возвращаемся на трассу А1 на Бургос, Мадрид. Идем в направлении столицы. Продукты у нас есть. Хотелось бы теперь найти место, где пообедать. И вот съезд с трассы, место отдыха. Ожидаемо тенька нет. Машин много. Несколько скамеечек. Под деревьями сидят ребята в теньке. Ехать в такую погоду нормально, но вот стоять, сразу жара наваливается. Столик в теньке и наш обед. Ветчина, эльпан и что-то из сладенького. Пообедали, теперь главное не заснуть. Жара тем временем растет. Пока стояли, на термометре набежало плюс 40. Ой, на ходу хорошо, ветерок обдувает. Кажется, сейчас наше сонное настроение пройдет, поскольку впереди снова горы. Такие высокие скалы. И дорога начинает петлять между ними. Кстати, не забыть бы еще заехать на заправочку в пределах ближайшей сотни. Вот, кстати, как раз и заправочка подвернулась. Есть свободная колонка. И думаю, здесь оплата
наличкой. Вот теперь с полным баком намного будет спокойнее и комфортнее ехать. Точно знаю, что 200 километров у нас есть. Зона отдыха. Над парковкой сделали навес, чтобы машины могли стоять в теньке. Весьма актуально. Небольшой ресторанчик. Впереди машина с номерами П, Португалия. Видимо, домой откуда-то едет. На такой стоянке можно, конечно, поставить палатку, но сколько здесь мусора, это ужас. Только в случае крайней необходимости. От безысходности, так сказать. Ребята, горы просто фантастические. Еще одна горная гряда закончилась. Выскакиваем на равнину. Здесь сильный встречный ветер. Я уже с беспокойством начинаю поглядывать на показания температуры. Температура двигателя отклонилась уже от середины в сторону красной зоны. Пока еще далеко, но тенденция наблюдается нехорошая. Может быть, не хватает пропускного сечения шланга от помпы до двигателя. А может быть, просто слишком жарко Хонде. Ну, будем надеяться, что справится. 36 градусов уже на термометре внешнем. И ощущение горячего фена. Ты едешь, а на тебя дует горячий фен. Огромный такой и очень горячий. Встречный ветер уже не охлаждает. Ехал и думал, а если бы получилось в 2019 году сделать визу и, как и планировали, отправиться все-таки сюда, на Днепре. А как бы мы ехали? Ну вот действительно, в такую жару Днепр ловил бы тепловые прихваты каждые 10 километров. Скорее всего, пришлось бы останавливаться днем, прятаться где-нибудь в тени под деревьями, высыпаться, а потом ночью по холодку пытаться ехать. Благо, что дорога хорошая, позволяет двигаться спокойно. И ночью тоже. Зверей тут мы не видели, выбегающих на дорогу. Такие дела. Наматываем километр за километром. 587 километров до города Порту. Такое ощущение, что наш горячий фен переключили на двоечку. Температура увеличилась. Подбирается стрелочка к 40.
Я так еще не ездил. Помню, да, было жарко в Монголии, в Казахстане. Но не так. Добрались до следующей парковки с заправкой. Хочу где-нибудь стать в теньке, постоять, водички попить, отдохнуть, самому остыть и мотоцикл, чтобы остыл. Стоять в теньке, конечно, хорошо. Ветерок обдувает. А самое главное, побольше пить воды, чтобы не перегреться. А еще нам необходимо стравить избыточное давление из канистры с бензином. Видите, как ее раздуло? О, отлично. Выровняли давление. Теперь не взорвется, а то это было бы эпично. Как там у нас температура? 38 на термометре внешнем. Ну и тут упало. Хорошо, ветер прогоняет через радиатор поток воздуха. Видите, уже ниже середины. А было, ну, миллиметра 3-4 до красной. Думаю, проблема еще в том, что сейчас 2:30. Самая-самая жара. Может быть, часа через 2 температура начнет спадать. Но это просто мое предположение. Постараемся тогда по холодку побольше проехать. Встать на ночлег попозже. О, что это такое стоит? С выломанной дверью. Давно стоит уже. Я тут обратил внимание, что в Испании очень мало цвета. Преобладает желтый, серый, коричневый. Очень мало зеленого. И даже небо вместо голубого какое-то блекло-серое. Добавьте к этому жару в 40 градусов и получите Испанию. Пока воды достаточно, жара переносится легко. А вот так выглядит сельское хозяйство в Испании. Все только благодаря поливу. К нашему, наверное, большому счастью, небо затянуло легкой облачностью. Нет, прохладнее не стало. На термометре плюс 40. Но солнце сверху не так шпарит. Уже легче. А вообще, конечно, человек ко всему привыкает. Если поначалу, как только въехали в этот горячий ветер, было, ну, прям некомфортно и необычно, то сейчас вроде как освоились. Едешь, подставляешь ветру то одну руку, то другую, то ногу выставишь, обдувает и вроде остываешь. Проезжаем поворот на населенный пункт с названием Дуэньяс. Дуэньо — это хозяин. Дуэнья получается хозяйка, то есть хозяйки. Город хозяйки. Интересно. А у нас тем временем загорелась лампа топлива. Мы в поисках следующей заправки, а заодно и магазина, а заодно и воды. В общем, у нас расширился круг потребностей. Если раньше это был бензин, еда, ночлег, то сейчас бензин, вода,
Еда, ночлег. Именно в такой последовательности. Заехали на заправку, залили полный бак. А тут такая любопытная ситуация. На въезде стоит полиция и останавливает всех подряд. Все машины, досмотр багажника. Не знаю, что-то ищут. Но нас не трогали. С нас-то что?